Светлана Листопад, добрый вечер. Я с Украины, очень люблю ваши картины и учусь по вашим урокам. Скажите, пожалуйста, где брать вдохновение? В жизни, которая продолжается, в боли, в страхе. Ее можно преобразовывать в художественное произведение, как это делал Сальвадор Дали в 1936 году, за год до трагедии в Гернике, когда немецкие бомбардировщики разбомбили этот маленький город, погибло около 3000 человек. Сальвадор Дали написал «Предчувствие гражданской войны». Пикассо написал свою знаменитую «Гернику». Как бы там ни было, мы находимся на планете Земля, на которой не исчезает. Ни одного дня не было, чтобы где-то не было войны. Они продолжаются и продолжаются. Так устроен человек. Что мы можем делать? Мы должны только одно – показать, что природа человека, она другая, она божественная. Человек рожден для счастья, для радости, для любви, а не для того, чтобы уничтожать друг друга. Если внутри есть ощущение, что ты рожден для того, чтобы быть счастливым, то это источник вдохновения, мне так кажется. Лариса Бриль. Слава в вопрос. Внимание, вопрос от Ларисы. Может ли дальний план быть центром композиции? Лариса, дорогая, ну вот представляете, вот, например, мне очень нравится одна актриса, всегда нравилась. Недосягаемая совершенно, в другой стране, француженка, ну очень нравится. Ну совершенно дальний для меня план. Но много лет вот она для меня была центром композиции, центром. Ну, потом, правда, перестала быть, когда я понял, что никаких иллюзий. Так и в живописи, Лариса. Подготовка, передний план. Средний план может быть тоже следующей подготовкой, следующим этапом. А вдали что-то очень важное. Прорыв света какой-то, очень сильный. А все является к этому подготовкой. Как бы мы ведем к тому прорыву света, который на дальнем плане. В облаках, например, солнце засияло. Дорожка от него, опять же. Подготовка, передний и средний план, в этом смысле можно прописывать условно. Ну, как бы вот не в фокусе, что ли, сфумато. А дальний план мощно. Это такой эксперимент можно делать. Я видел, как некоторые художники это делают. Но беспроигрышно лучше в середине его делать. То есть дальний план условно, ближний план условно как вход в картину, а в середине разворачивается событие. Потому что стол накрыт, явство, бутылка вина в центре же стоит. То есть все остальное, салаты, вот это вот, как это называется, аперитив, это такая прелюдия, да? Потом центр композиции, шкалик. И потом уже, как завершение, уже все поют, веселятся. Это уже как следствие. Это тоже нас не очень интересует, потому что центр композиции, конечно, привлекает больше внимания. Так что давайте им управлять этим вниманием. Кстати, будем управлять на живом семинаре, Лариса, приезжайте. Друзья, приезжайте в Гурзуф 1-5 июля, я проведу там класс. Будем работать над центром композиции, будем сочинять композиции. Вот в живом виде это самое важное. Ну, живой класс всегда самое важное, потому что происходит реальная учеба, реальные шаги на пути к мастерству. Так что я вас очень жду, призываю вас записываться на этот семинар. Те, кто не может приехать, работает акция сумасшедшая в 25% на первые базовые уроки, 1, 13 и 28, и 10% скидка на все уроки в моей школе остальные. Обратите внимание на новинки, которые появились вот буквально недавно. Я записал урок с мужской фигурой в образе и сирень, букет сирени. Сейчас самое время попрактиковать, пописать сирень, поскольку она вот во дворе, наверное, у каждого. Не надо списывать с моего урока, просто посмотрите, как сравнивать отношения и напишите свой вариант. А потом не забывайте выкладывать свои работы на всеобщее обсуждение нашей команды в Telegram. Там есть группа, где идет бурное обсуждение. Это очень полезно. Ну,
известная же штука, что в команде легче идти по дороге к мастерству. Мы все друг друга поддерживаем в этом смысле. Поддержка нужна. Так что включайтесь в эту группу по ссылке в описании к каждому видео. Посмотрите там внизу. Вася Пупкин. У одного ютубера подсмотрел такую вещь. Он расписывает план задач для заказа по пунктам и потом сверяет поставленными задачами выполненную работу, делает самоанализ, исправляет ошибки, таким образом контролирует, чтобы не пропустить что-то. Что вы думаете по этому поводу? Первое, что приходит на ум, Вася Пупкин, что живопись – это все-таки не бухгалтерия. Бухгалтерия – это очень точная наука, а в живописи все чуть-чуть не так. Более того, даже цвет может быть приблизителен, неточный. Что-то такое, колебание, какая-то вот волна. Свет, кстати, это же корпускулы, частички, а в других случаях волна. Так вот, живопись – это что-то такое, волна, музыка. Как можно поставить задачи, рассмотреть ноты, самоанализ ошибки? Это же не математика, музыка, это что-то другое, это любовь близко. Нельзя тут рассмотреть ошибки. Почему любовь не складывается? Где я допустил ошибки? В каком пункте? На какой странице? Что я сделал не так? Любовь ни от чего не зависит. Она просто либо возникает, есть или нет. Она нам не принадлежит, она принадлежит начальству. Он дает нам сполна возможность любить. Но не каждый этой возможностью пользуется. Забывает просто, наверное. То есть я хочу сказать, Василий Пупкин, наблюдается некая зависимость, что ли. Просто проанализируйте. Глядя на разные работы, некоторые работы математические, они настолько выверенные, настолько все там правильно, что аж противно. В живописи, на мой взгляд, ценно, когда есть убедительность, но не так. Чуть-чуть не так. Все не так. Но я уже приводил пример девиза Альфреда Шнитке, композитора, кстати, у которого все не так. Так девиз-то его какой? Жемчужина, которая рождена как? Песчинка попала в ракушку, она мешала ей жить. И ракушка выделяла всякое из себя нечто, чтобы обволакивать ее, чтобы корпускулировать ее. Не мешала она ей жить. Получилась-то жемчужина. То есть это не так превратилось в жемчужину. Представляете? То есть можно это использовать как ключ к живописи. Писать немного, не так, и будет жемчужина. Жемчужина живописи. Вистар 2011 пишет: а зачем тогда вообще была нужна натурщица для поднятия либидо? Ведь ничего общего между рисунком и натурой, и по светотеням, и цветам нет. Как ничего нет общего между живописью и пониманием живописи. По себе знаю, меня очень многие произведения в детстве вызывали недоумение. Наверное, так же и у вас недоумение вызывают то, что я вытворяю. Но я сразу предупредил, что я немножко того. И сюда приходят в нашу палату люди, которые тоже на этой волне. Так что, Вистар, вы подумайте, может, вам просто пройтись еще по коридору в поисках других кабинетов. А либидо, да, конечно, мы все ходим туда, чтобы посмотреть на обнаженных девушек. Да и женщины тоже говорят, что любят больше женскую модель писать. Просто посмотреть и почирикать там что-нибудь для отвода глаз. Вроде все заняты. А одна женщина приехала ко мне на семинар, это было в Калифорнии. Я задал вопрос, чтобы познакомиться, для чего там приехали. Она сказала, чтобы уйти на несколько дней из дома. Честно, абсолютно призналась. То есть нет никакой задачи живописи. Я там себе напридумывал, что так
всем это надо. Нет, чтобы уйти из дома. Просто побыть одной. Так и наброски раз в неделю, или бывает, может быть, даже 2 раза в неделю, чтобы поднять либидо. Совершенно никакого нет либидо, да, вы правы. Куда-то запропастилось, рассосалось, стерлось все это либидо. Сергей Астахов: так карандаш держится, чтоб пальцы не уставали. Когда карандаш зажат между пальцев, через пару часов синяки и мозоли будут. Ну да, может быть, кстати, да, бывало такое. Но не единственная причина, Сергей Астахов, чтобы держать так карандаш. Просто когда его так держишь, то прокрываются и большие плоскости, и можно надавить и тонкую линию сделать. Вот в этом вся фишка. А мозоли меня не беспокоят, нету мозолей у меня.